Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал Авита. Просматривая весенние новинки от дизайнеров, обратила внимание на джемпер, который был очень популярный в прошлом сезоне. Очень удивилась, но факт есть факт. Этот джемпер по-прежнему в числе топовых и востребованных. Конструктивно он выполнен с рукавами реглан, вяжется снизу вверх и выглядит очень гламурно и привлекательно. Давайте приблизим с вами картиночку нашей красоты и посмотрим внимательно. Смотрите, какой узорчик. Узор очень простой, незамысловатый абсолютно. Рукавчик реглан, очень широкий вырез горловины у нас идет, тоже очень кокетливо это, кстати, выглядит, согласитесь, да? Вот ничего сложного нет. Фигура модель по фигуре, то есть это не оверсайз, ничего лишнего. Узор освоит даже начинающая вязальщица. И он очень интересно, как я уже повторюсь, выглядит просто привлекательно. Так, сегодня мы будем с вами составлять описание на можно вот так кокетливо, видите, носить с таким плечиком на бок, то есть кто как может. Я считаю, что он вообще подойдет даже на любой, в принципе, размер, на любой возраст. Знаете, я и в свои 50 тоже могу себе так плечико кокетливо сделать. То есть мне модель, ну, просто шик, блеск, красота. Мне очень она симпатизирует. Будет вязаться образец узора из определенной пряжи. Мы выберем пряжу прям конкретную. Я вам дам рекомендации по аналогу для этой пряжи. Мы с вами свяжем образец, измерим плотность вязания конкретно. И с этой плотностью будем расчеты делать вот на эти вышеозвученные размеры. То есть у нас впереди большой и интересный урок. И всем, кому тоже модель нравится, остаемся со мной на канале, смотрим выбор пряжи. И, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. Так видео попадает в вашу папочку понравившихся. Для вязания этого джемпера я предлагаю пряжу Пехорка. Всесезонная. Это русского производства пряжа. Голубая бирюза цвет 222. Классическая серия, видите? Так, и здесь у нас будет сейчас что интересовать? Ну, это адрес, что? 320 метров у нас 100 грамм. В составе 25% шерсть, 30% хлопок, 45% акрил. Очень хорошего качества пряжа. Такая, знаете, она больше похожа на хлопковую все-таки. Акрил совсем не ощущается. Она мягчайшая, девочки, совершенно мягкая. Спицы я использую 3,5. И вот так выглядит наш узор. Просто неубиваемый какой-то узор, уже который сезон он держится. Второй, наверное, или в том году он появился. Девочки, очень красивый узор и очень легко вяжется. Начинающие девочки тоже смогут такой красоту ажурную связать. Я хотела бы вам показать степень его, так сказать, узорчатости. Не так уж он прямо сильно просвечивается, я хочу сказать. То есть такой, знаете, средней просвечиваемости. Шикарно будет смотреться, мне кажется. Такой, знаете, весенний вариант, очень приятный. И даже летний. Небольшое содержание шерсти, только на пользу. Все-таки любой джемпер, это прежде всего, он должен нести какую функцию? Правильно, согревать. Вот. Поэтому я думаю, что это очень красивый и будет замечательный узор весенне-летнего ассортимента. Или нарядный узор на зимний какой-то период. Представляете, придете в какое-нибудь кафе в таком красоте. Или на вечеринку. Так, дальше у нас как альтернатива. Давайте я вам покажу эту пряжу. Ну, вот такая пряжа. Я тоже ее полюбила, стала рекомендовать.
Это тоже турецкого производства пряжа. Этрофил, 50 грамм, 160 метров, 60% шерсть мериноса, 40% акрил. Называется она Bambino Luxe Wool. И цвет, цвет белый, зачем? Палитры богатые, очень похожи по, скажем так, по фактуре ниточки на ту, вот из которой я вязала. Очень похожа. По толщине вообще такая же абсолютно. Состав немножко, как видите, другой. Абсолютно мягкая. Даже ни малейшего намека на какой-то там колкость. Она нежнейшая. Прекрасно ложится в полотно, смотрится. Как и это, впрочем, вы видите, да? Как это все ровненько, хорошо получается. Так, еще такой вариант. Если все-таки говорить про весенне-летний период, вот эта пряжа тоже идеально подходит. И по плотности подойдет идеально, и по конструкции. Не конструкции, конечно, а по фактуре. Видите, как хорошо она смотрится. Ниточка очень приятная. 50 грамм, также 160 метров. То есть эта плотность идеально попадает. 55% хлопок и 45% полиакрил. Вот такой вот еще вариант, как альтернатива. И Alize Cotton Gold. Пряжа, которая мне тоже очень нравится. Ниточку я вам показываю. Она тоже очень хорошей фактуры. Так, дальше у нас идет 100 грамм, у нас 330 метров. Чуть-чуть потоньше, да? Можно так сказать. И тоже Турция. Цвет зачем вам нужен? Вы свой цвет выберете, да? Сейчас все заказывают в интернет-магазинах. И там большой выбор цветов на любой вкус. Итак, мои хорошие, вот такие варианты я вам предлагаю. Конечно, вы можете свой какой-то вариант использовать. В любом случае, образец свяжите. Не доверяйте слепо тому, что встречается. Но я хочу сказать, что часто плотность больше всего и чаще всего она зависит именно от номера спиц. Вот. То, что вы там чуть свободнее вяжете, чем я, или чуть плотнее, слегка повлияет на величину, на ширину какие-то там пару сантиметров. Я думаю, что это не критично ни в коем случае. Правильно? Так, давайте сейчас посмотрим схему. Я схему рисовала от руки. Вот так выглядит у нас с вами схема. 12 петель составляет раппорт в ширину и 10 рядов в высоту. Условное обозначение у нас вертикальная черточка – это лицевая петля. Накид обозначается кружочком. Вот эти равнобедренные треугольнички – это 3 вместе одной лицевой с выделением центральной петли. А прямоугольнички – этот прямоугольник обозначает 2 вместе лицевой с наклоном влево, а этот зеркально 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Все. Такие вот простые истины. Выкройка наша выглядит вот таким образом. Все детальный размер мы будем с вами рассматривать в расчетной части после того, как свяжем образец и определим плотность вязания. Вот. А здесь вы видите конструктивно у нас с вами спинка, перед вяжется раздельно, 2 рукава вяжутся раздельно, и затем идет сшивание всего полотна деталей. В общем, здесь еще не обозначено по переду вырез горловины. Он будет, а у спинки он будет вот так прямо закрываться, в принципе. Вот такая вот конструктивная особенность. Дальше давайте посмотрим. Вот такое описание я выкладываю всегда под видео. Составляем мы с вами. Каждая циферка, которая есть в этом описании, разбирается с нами в расчетной части. То есть, как посчитать вот эти петли наборные, да, ну и вся последовательность вязания, собственно, здесь есть. Как сформировать скос регланный, как сформировать скос рукава, я объясняю подробно. Это очень будет полезно знать для новичков. Ну а те, которые, девочки, имеют уже опыт вязания, я думаю, сами все легко свяжут. И без вот этих моих объяснений. Да? То есть это, в принципе, учебный материал, который будет полезен для тех, кому это будет нужно.
вы сами решаете для себя, да, девочки, нужно или нет. Так, и давайте с вами приступаем к вязанию образца узора. Для вязания образца я набрала 39 петель. У нас будет 3 раппорта. Вы можете сделать меньшее количество раппортов для своего образца. Раппорт составляет 12 петель, но я сделала это специально, 3 раппорта, чтобы вам показать. Крайние раппорты у нас будут отличаться от того, что будет по центру. Понимаете? Поэтому вам это нужно обязательно попробовать связать. Они будут немножко отличаться совсем, но факт есть факт. Вяжем с вами первый раппорт. Первый ряд. Кромочную снимаю. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Затем 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я вяжу бабушкины петли, поэтому у меня вторая петля накидывается на первую. Вы можете провязывать, если классику вяжете, удобным для вас способом за переднюю стеночку. Так, и еще 3 лицевые. 1, 2, 3. Вот, собственно, весь раппорт. 12 петель мы связали. Дальше идет второй раппорт. Точно так же вяжется 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид, лицевая, накид. И 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 4 и 3 лицевые. 1, 2, 3. Так, связали второй раппорт. Третий раппорт, будьте внимательны, вяжем опять 4 лицевые. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид, лицевая, накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 3 лицевые. 1, 2, 3. Третий раппорт связали. И у нас с вами одна петля для симметрии добавлялась. Лицевой ее провязываем, кромочная, изнаночная. Все 39 петель мы разместили. Теперь вам понятно, да, как идут друг за другом, следуют раппорты, как их надо вязать. Переворачиваем изнаночный ряд. Мы будем вязать все петли изнаночные самостоятельно, в том числе и накиды. Третий ряд вяжем. Он вяжется так же, как первый. 4 лицевые. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид, лицевая, накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 3 лицевые. 1, 2, 3. Связали первый раппорт и точно так же начинаем 4 лицевые, второй раппорт. Я думаю, что не стоит показывать все это то же самое, что и первый ряд мы вязали. Продолжаем самостоятельно. Вяжем 5-й ряд. Сейчас вот надо быть повнимательнее. Смотрите, 2 вместе лицевой с наклоном влево начинается раппорт. 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид. По центру 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид. И снова 3 лицевые. 1, 2, 3. Связали первый раппорт. Вяжем второй раппорт. У второго раппорта мы будем сейчас с вами 3 вместе начинать. Не 2 вместе лицевой, а центральные раппорты вяжутся 3 вместе лицевой. То есть мы меняем первую и вторую петельки местами. У нас первая за работой, вторая поверх нее накидывается. И все 3 вместе вяжутся одной лицевой петлей. И далее продолжаем. 3 лицевые. Накид. 3 лицевые по центру раппорта. Снова накид. 3 лицевые. Все. Раппорт связан.
Третий раппорт вяжем. Третий также начинается 3 вместе одной лицевой. Понимаете, да? То есть только у крайних раппортов начало идет с 2 лицевых. Связали 3 вместе одной лицевой. Затем вяжем 1, 2, 3 лицевые, накид. По центру 3 лицевые. Снова накид. 3 лицевые. И крайний раппорт, я говорила, начальный и конечный вяжутся 2 вместе одной лицевой. Здесь у нас с наклоном вправо вяжется. Кромочный вяжем изнаночный. Обращаю ваше внимание, девочки. Вот эти крайние раппорты по 2 лицевые вяжутся. И центральные друг за другом идущие раппорты 3 лицевые вяжутся. Такой раппорт. И 6-й ряд мы вяжем все петли изнаночные. Вяжем 7-й ряд. Следующим образом. Кромочная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, 5 лицевых по центру. 1, 2, 3, 4, 5, накид, 2 лицевые, раппорт связан. И дальше идет центральный раппорт. Опять начинается следующий раппорт 3 вместе одной лицевой с выделением центральной петли, 2 лицевые, накид, 5 лицевых по центру. 1, 2, 3, 4, 5. Снова накид, 2 лицевые. Раппорт второй тоже связан. Вяжем также 3-й раппорт. 3 вместе одной лицевой с выделением центральной петли. Затем идут 2 лицевые. 1, 2, накид, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Снова накид, 2 лицевые. И в конце раппорта крайнего мы вяжем 2 лицевые с наклоном вправо. Кромочная, изнаночная. Все вам, я надеюсь, понятно стало. Опять-таки центральные вяжем 3 вместе лицевой, крайние вяжем 2 вместе лицевой. 8-й ряд вяжем все петли изнаночные. Вяжем 9-й ряд узора. Кромочная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, накид, 7 лицевых по центру. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Снова накид, лицевая. Раппорт связан. Вяжем 2-й раппорт. Начинается с 3 вместе одной лицевой. Это центральный раппорт. Меняем 1, 2 петельки местами, 2 поверх 1. И провязываем одной лицевой все 3. Затем идет лицевая, накид, 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Снова накид, лицевая, 3 вместе одной лицевой с выделением центральной петли. Вы поняли, что пошел 3-й раппорт, да? Опять лицевая, накид, 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Снова накид, лицевая, и завершается 3-й раппорт 2 вместе одной лицевой с наклоном вправо. Кромочная, изнаночная. Все, 9-й ряд связан. 10-й ряд мы вяжем все петли изнаночные, и на этом раппорт заканчивается, и у нас повтор с 1-го ряда идет. То есть раппорт данного узора 10 рядов. И мы с вами после этого будем делать влажную тепловую обработку образца. Нам надо сделать расчет плотности. Делаем влажную тепловую обработку горячим паром. Обдаем наш образец и тянем его во влажном состоянии. Надо выпрямить крайние вот эти тоже, край нашего полотна.
кромочные у нас также участвуют в расчете, поэтому их выпрямляем. Не надо, чтобы они были у нас за такими закругленными. Так, давайте в ширину еще потянем. И еще раз в длину. Ну, скорее всего, в длину все это будет тянуться. Потому что после того, как полотно набухает, да, влажным становится, оно у нас сильно вытягивается. Так, все. Распрямили наше полотно, оставляем его в таком состоянии сохнуть. Итак, наш образец с вами высох. И сейчас наша задача с вами сделать расчет плотности. Давайте с вами берем простую линейку, распрямляем наше полотно, вот так оно у нас хорошо и ровно лежит, и прикладываем. Так, кромочные у нас задействованы, поэтому кромочная, вот тут у меня кромочная завернулась, вот она. Итак, девочки, здесь завернулась. Значит, у нас с вами 20,5 сантиметров ширина полотна. Мы набирали 39 петель. 39 надо разделить на 20,5. И получим 1,9 плотность по горизонтали. Эту цифру надо записать обязательно. Для измерения вертикальной плотности воспользуемся линейкой той же самой и измеряем высоту образца. У меня получается 18,5 сантиметров. У меня здесь 39 рядов. 39 разделим на 18,5 сантиметров. Плотность по вертикали 2,1. Девочки, если у вас другая пряжа, ну и даже просто, если вы по-другому вяжете, более плотно, возможно, или более свободно, чем я, то у вас немножко плотность будет отличаться. Вот, поэтому имейте это в виду, перемерите у себя под себя, да, и немножечко внесете коррективы в расчеты. Совсем они там будут незначительные. Так, ну а сейчас мы с вами будем делать расчеты согласно нашей плотности, которую только что рассчитали. Итак, мои хорошие, вот по этой выкройке мы будем сегодня с вами строить построение для размеров 44, 46, 48, 50. Ширина спинки при этом на первый размер составит 52 сантиметра, на второй 58 сантиметров. В петельном эквиваленте это будет 99 петель, 111 петель. Я 52 умножила на нашу плотность, которую мы с вами считали в 1 сантиметре 1,9 петель. И у меня получилось вот это количество 99. Как их распределить, девочки? У меня 8 раппортов, то есть я 99 разделила на 12. Это число петель в раппорте. У меня получилось целое число 8. То есть мы с вами берем 8 раппортов по 12 петель. Это 96 плюс 1 петля для симметрии и плюс 2 кромочные. Получается 99 петель. Вот таким образом мы распределяем с вами раппорты. На второй размер у меня 9 раппортов также распределяются. Причем, как мы вязали с вами образец, у нас одна была петля крайне левая для симметрии, так и здесь. Вяжем кромочные, первый размер 8 раппортов подряд, затем петля для симметрии одна в конце ряда и кромочная. Понятно, да? Но начинаем мы все детали снизу вверх, вы знаете, как я уже говорила. И у нас с вами идет планка резинкой 2 на 2 или 1 на 1 по вашему желанию на высоту приблизительно 6 сантиметров. И далее идет наш узор ажурный, как я вам только что озвучила, будет распределяться петельки. Так, вяжем мы с вами при длине джемпера 60-61 сантиметр в зависимости от размера. У нас с вами будет вязаться в таком случае 32,5 сантиметра в высоту. И сразу переводим с помощью вертикальной плотности в ряды. То есть 32,5 умножить на нашу плотность по вертикали 2,1, мы получим с вами 68 рядов. Вот.
Пожалуйста, применяйте вертикальную плотность, чтобы после стирки ваше изделие не вытянулось. Как правило, трикотажное изделие всегда вытягивается. И чтобы этого не было, мы с вами применяем коэффициент плотности, который как раз и определяет вот эту степень растяжения вязаного полотна. Так, дальше, смотрите. Значит, на высоте 32,5 сантиметра у нас начинает формироваться с вами скос регланный. И мы с вами в первом размере 4 петли закроем, во втором 8 петель закроем одним разом. И затем в каждом втором ряду будем закрывать первый размер 23 петли, второй размер 24 петли. На вырез горловины у нас с вами остается 45 и 47 петель. По спинке это вот просто вот так все выглядит. У переда у нас будет с вами вырез горловины вот таким образом на высоту 5 сантиметров. Ну, то есть это 10 рядов, да. И как его вот это красиво скруглить, я рассказываю в своем описании под видео. Мы берем средние петли, закрываем 35 и 37 петель средних закрываем, а затем в каждом втором ряду уже обе половины начинают вязаться раздельно, и в каждом втором ряду мы закрываем по одной петле 5 раз. Вот, формируется, значит, при нашей длине 60-61 на высоте 49 и 50 сантиметров. Также переводим в ряды и считаем ряды. Доходим до нужного количества рядов и начинаем формировать по переду этот вырез. Так, ничего сложного, как видите, абсолютно ничего сложного. Перейдем к рукавчику. Здесь тоже регланный скос будет и скос рукава, который я тоже сейчас расскажу, как сформировать. Значит, набираем 48 петель на оба размера и вяжем планку резиночкой 2 на 2 или 1 на 1 на высоту 6 сантиметров. В последнем ряду прибавляем 3 петли равномерно, чтобы получилось 51 петля. И переходим на вязание узора. У нас получается 4 раппорта по 12 петель, 1 петля для симметрии крайне левые и кромочные. В сумме это 51 петля. Вяжем, 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 формируем скос. Петли, прибавленные в скос, можно просто лицевыми провязывать, можно вплетать в узор по вашему желанию. Нам надо, чтобы в самой широкой части получилось 69 и 75 петель по размеру. Почему? Именно столько. Я взяла вот эту ширину, самую широкую часть рукава, 36 сантиметров и умножила на плотность 1,9 по горизонтали. И отсюда у меня взялись эти цифры 69, 75. На второй размер я взяла больше, да, ширину, и поэтому 75. И в соответствии с тем, что у нас с вами получилось, мы из 69 отнимаем 51 петлю, получаем 18 петель в разнице, делим на 2, и на каждый скос получается 9 петель, надо прибавить. Прибавки по скосу надо делать равномерно. Для этого нам необходимо узнать высоту скоса. Если у нас, в моем случае это 40 сантиметров, обязательно, девочки, измерьте этот параметр для себя, какой длины рукав вы хотите. То есть это очень индивидуальный такой параметр, зависит от вашего желания, от ваших габаритов, то есть размеров, роста. Значит, если 40 сантиметров, то переводим с помощью вертикальной плотности в ряды. У меня будет 84 ряда. У нас с вами получается вертикальная плотность в 1 сантиметре 2,1 ряда, да? Поэтому получается 84. И 84 разделить на 9 у меня получилось 84 на 9 получается в каждом, давайте посчитаем, 84 разделить на 9. В каждом 9 ряду, ну 81, да, в каждом 9 ряду будут прибавки у нас, а второй размер 11 петель, в каждом 7 ряду прибавки. И когда мы приближаемся с вами
к формированию регланного скоса мы для первого размера закроем единожды 4 петли, для второго 5 петель, и далее в каждом втором ряду, так же как здесь у нас шел регланный скос, мы будем закрывать первый размер 23 петли, второй 24 петли. И все, что осталось, это будут 15 петель, которые мы закроем одним разом. Все. Вот так легко это все, в принципе, объясняю я, как вязать. Описание будет под видео, девочки, поэтому не пугайтесь, все это в виде текста вы увидите под видео. Все, что я сейчас объясняла. Надеюсь, мои объяснения были понятны, доступны. Я желаю вам удачи и до новых встреч.